Придется корректироваться, ничего. And about факты переводятся здесь. Погнали, здесь. Сидите, посади. Прятаться погнали, видео. Подписывай больше всех, и все быстрее. Вот я говорю, вот погнали, видео. Кто он? Приходи к нам будем. Привет. Это Дженнет. Извините, я взломала ролик, чтобы сказать, что мой блог Яндекс.Дзен находится в описании. Спасибо за внимание. Привет, где? Куту, погнали. Какой исторический факт, о котором вы узнали, убил все ваши представления об этой жизни? В Помпеях и Геркулануме сохранились граффити. Поскольку у них не было бумаги, публичные объявления писались прямо на стенах. Некоторые из этих граффити можно сравнить с теми, что вы можете увидеть в туалетах на перевалочных пунктах дальнобойщиков. Я чпокнул барменшу. Феликс жахается как бог. Сними штаны, покажи нам свои волосатые прелести. Я был только в Помпеях, и это реально жесть. Я ожидал увидеть руины, но это целый город, по которому можно гулять типа туда-сюда по улицам. Я был в шоке с количества нарисованных членов. Я будто снова оказался в школе. Где есть люди, там есть и нарисованные члены. Древняя Антарктида на самом деле была тропическим лесом, густым зеленым раем, полным флоры и фауны. То есть на нашей планете существовал целый континент с животными, о которых мы никогда не узнаем, поскольку их останки хранятся под многокилометровыми толщами льда. Несмотря на этот любопытный факт, больше всего меня поразило то, что Антарктида полностью замерзла лишь 35 миллионов лет назад, хотя отделилась от своего сверхматерика примерно 180 миллионов лет назад. Получается, что в Антарктиде в течение 145 миллионов лет была своя независимая жизнь. Это напрочь разрушило все мои представления о времени и его перспективе. Мы и вправду песчинки на этой планете. В пещере на 6-метровой высоте археологи нашли старые норвежские руны, вырезанные на каменной стене. Их перевели. И знаете, что там было написано? Как же тут высоко, боже, я обожаю людей. На египетских пирамидах внутри и снаружи тоже есть граффити. Они сделаны рабочими, строившими эти пирамиды. Там есть надписи вроде «Сегодня мы ели лук и пили пиво». Вандализм тогда еще был в стадии бетки. Челы еще не поняли, что на стенах надо рисовать свастику и неразборчиво писать свой никнейм. Я не думаю, что это был вандализм, скорее бета-версия Твиттера. Айфонов-то еще не существовало. Одной из моих любимых надписей была та, что была вырезана рунами на здоровенном камне. Археологи подумали, что этот камень святой или что-то в этом роде. В конце концов руны перевели. И оказалось, что там написано что-то вроде «Свен смог его поднять, ведь он несравненный воин». И прежде чем продолжить, минутка полезной информации, не перематывайте. Дорогие подписчики, больше. У хаслов на сайте при получении дачи краска или многоцвет и греческом, ссылочка в описании. Продолжаем. Окей. Древнегреческая и римская полихромия. Примечание. Заработала? Многоцветная раскраска или многоцветность материала в архитектуре, скульптуре, декоративном искусстве. К примеру, храм Парфенон немного напоминал Диснейленд. То же самое касается европейских церквей, статуи были раскрашены в яркие цвета. Те, что снаружи, со временем выцвели и стали белыми, но внутри некоторые все еще сохранили свой цвет. По сегодняшним меркам подобный стиль считался бы полнейшей бескусицей. Кстати говоря, египетские пирамиды изначально были идеально белыми. Если взглянуть на историю человечества, то можно заметить, что никто никогда не извлекал из нее уроков. История научила нас тому, что мы ничему не учимся. Нет, на самом деле мы извлекли некоторые уроки из истории. Мы взяли военные стратегии людей, живших до нас, и усовершенствовали их, чтобы лучше убивать. По сути, мы учились у истории тому, как убивать друг друга, а не тому, как сохранить друг другу жизнь и жить в мире. Меня очень поразил момент, когда НАСА обнаружила более 100 миллиардов галактик. Они опубликовали изображения, показывая
показывающая перспективу, что в сравнении с целой галактикой вся наша Солнечная система словно монетка, если сравнить ее с территорией Соединенных Штатов. Мы такая мелкая крупица в этой вселенной. Изменено. Вот изображение лишь небольшой части различных галактик. Не стоит забывать о том, что мы даже не выходили Как это? за пределы нашей Солнечной системы, которая находится в пределах нашей галактики Млечный Путь. И это просто песчинка в контексте Вселенной. Но даже так, чтобы добраться до края нашей галактики, нам пришлось бы без остановки лететь со скоростью света в течение более 100 тысяч лет подряд. А чтобы добраться до ближайшей галактики, потребуется лететь с такой скоростью в течение миллионов лет. Даже если взять самый идеальный расклад, вся Вселенная Star Trek происходит сугубо в пределах нашей галактики. И это при условии, что люди перемещаются со скоростью в 10 раз превышающей скорость света. Лол. Глубокое изучение темы рабства в истории человечества стало для меня настоящим открытием. У нас есть детальные материалы из более современной истории, которые показывают, почему эта идея столь отвратительна. Однако при этом рабство всегда было важной частью культур по всему миру. Причины рабства были абсолютно разные. От социальной конструкции до военной валюты. Свидетельства о рабстве появились еще до письменности и даже были включены в Кодекс Хаммурапи, где оно уже было устоявшимся институтом. При этом мы так его до сих пор и не искоренили. На момент 10 апреля 2023 года в мире примерно 46 миллионов жертв рабства. Это больше, чем все население Калифорнии и приблизительно население Испании. В голове не укладывается, насколько ужасно люди все время относились друг к другу, и что мы, несмотря на все законы, до сих пор не можем сделать так, чтобы люди соблюдали основные права человека. Вот два, на мой взгляд, любопытных факта о рабстве. Как ты уже сказал, количество рабов в мире на данный момент. В современное время рабов больше, чем за всю историю африканской и трансатлантической работорговли. В некоторых странах сейчас более половины туристической сферы обеспечивается рабским трудом. Так что, друзья, будьте осторожны с выбором места своего отпуска. В Древнем Риме, если я не ошибаюсь, подумывали о том, чтобы выдавать рабам одинаковую форму, чтобы еще сильнее лишить их индивидуальности. Однако рабовладельцы быстро осознали, что таким образом рабы увидят, насколько они численно превосходят своих хозяев. Спор или спорус. Юноша-раб, кастрированный Нероном, а затем выданный за него замуж. Не обязательно копать так глубоко в историю, можно просто почитать про кастратов, чуваков, которых кастрировали, чтобы те тупо красиво пели. Кастратов надолго сажали в горячую ванну и, передавая кровоток, сжимали и разжимали их яички, пока те не превращались в кашицу. Им ничего не отрезали. Ну, так звучит гораздо гуманнее. Тот факт, что мы одомашнили голубей тысячи лет назад, а потом решили, что они нам больше не нужны. В свое время люди так сильно от них зависели, употребляли в пищу, использовали в качестве посыльных и так далее. А теперь относятся к ним как к паразитам. Голуби, которых вы видите у себя в городе, вовсе не дикие, они брошенные. Не помню точную цитату, но она звучала примерно так. Если бы всю историю человечества Homo sapiens сжали бы до 500 страниц, то люди современного анатомического строения появились бы только на 450 странице. При этом Homo sapiens начали бы основывать империи лишь на 490 странице, а про атомную бомбу и основание Рима было бы написано на последней странице. И они находились бы всего в одном абзаце друг от друга. При всем этом огромное количество технологических достижений от открытия атома до каких-то современных изобретений уместилось бы в нескольких последних предложениях последнего абзаца последней страницы. А люди удивляются, почему мы ведем себя так безрассудно. Да потому что фактически мы все еще человекообразные обезьяны, у которых появились блестящие игрушки. Тот факт, что Ближний Восток когда-то был центром знаний и образования, в особенности Багдад. А еще меня поражает огромный масштаб развитых цивилизаций в Южной и Центральной Америке, существовавших до 1500-х годов. Ага, золотой век ислама. Их врачи делали операции с анестезией, в то время как европейские лекари засовывали вам в рот кусок дерева и обещали постараться сделать все по-быстрому. Когда я узнал реальную причину изобретения цепной пилы, я просто охуел. Если я не ошибаюсь, ее изобрели, чтобы резать кости, в особенности тазовую кость во время родов. До 1980-х годов новорожденных детей оперировали без анестезии, поскольку считалось, что они не чувствуют боли. Я охренел, когда узнал, сколько всего изобрел Никола Тесла. Оказывается, Эдисон приложил руку к очень малой части изобретений. В учебнике истории написано, что, к счастью, в войнах всегда побеждали хорошие парни. Вот же совпадение. Норм Макдональд. Я знаю, что эту цитату приводят ради рофла, но если взглянуть на историю с 1914 года и далее, нам реально чертовски повезло.
Первая мировая война началась безумным образом с убийства эрцгерцога. И это поставило мир на путь, в котором проигравшие в той войне начнут еще одну войну, фашисты. При этом они всего пару лет не дождутся изобретения ядерного оружия. Если бы Первая мировая война началась бы на пару лет позже, а нацисты устроили бы Вторую мировую войну в 50-х годах с готовой идеей создания ядерного оружия, это был бы Эндзик, но уже с ядеркой. Знаете, я узнал про Холокост в довольно юном возрасте. Я немец, и мы, конечно, очень серьезно относимся к этой теме. Тогда меня вдруг осенило, что мир не такой уж и невинный, как мне тогда казалось. Но я рад, что узнал об этом в таком молодом возрасте. Мне стала интересна эта тема, и я углубился в ее изучение, что очень важно, учитывая последние события на востоке Европы. Важно, чтобы мое поколение действительно понимало и осознавало ужасы Третьего Рейха, чтобы не повторилось ничего подобного. К сожалению, похоже, что не во всех странах эта тема освещается так хорошо. Не буду называть имен, но есть много стран, которые сейчас начинают двигаться в весьма фашистском направлении, что меня крайне тревожит. У меня такая же ситуация. В Германии почти все школьники посещают концлагеря. И хотя это довольно жуткий опыт для кучки 13-летних подростков, имхо — это важный момент для любого человека, потому что без чувства боли вы ничего не узнаете из истории. Это скорее забавный факт, но все же. Зажигалки появились на пару столетий раньше спичек. Они возникли из переделанного пистолета с кремниевым замком, в ствол которого засовывалась щепка, после чего она поджигалась спусковым механизмом. Наполеон не был карикатурным коротышкой. Все эти карикатуры на него были враньем. Британцы специально нарисовали его таким маленьким. Это был их пропагандистский инструмент. Карикатура на Наполеона сохранилась до сих пор. Прикиньте, насколько мощная была пропаганда. На самом же деле, для того времени он был среднего роста. Кстати, крайне рекомендую прочитать книгу Эндрю Робертса о Наполеоне. Из нее я очень много узнал об этом человеке. Будучи человеком в юности, побывавшим во всевозможных католических школах, я с удивлением узнал, что многие разделы Библии и многие религиозные практики были придуманы людьми. Типа какой-то чувак просто решил, что нужно делать так и все. И подкрепил это религиозными идеями, дабы все то, что он говорил, соблюдалось людьми. К примеру, священники не всегда должны были держать целибат. Какой-то папа решил, что они не должны вступать в брак, и все. Всем священникам запретили создавать семью. Однако, на самом деле, для того, чтобы отменить данное правило, просто нужно, чтобы нынешний папа сказал обратное, и кучка кардиналов поддержала эту идею. И не имеет значения, что говорится в религиозных текстах, поскольку церковь в основном контролируется официальной интерпретацией Писания. Они могут говорить все, что захотят. Изменено. Для базированных прозревших аметистов, которые восклицают: «ОМГ, ты хочешь сказать, что религия — это что-то реальное?» Да нет, я про то, что мне было удивительно узнать, как легко церковь может изменить любой аспект своей догмы после того, как кучка людей сядет и договорится на этот счет. А если Писание опровергает их изменения, они могут просто сказать: «О, да мы просто перечитали текст, и оказалось, что мы на самом деле правы». А знаешь, почему так? На самом деле не то, чтобы священникам было запрещено заниматься любовью. Конечно, они не поощряли перепихон в ночных клубах, но половая жизнь для них была в порядке вещей. А причина в том, что если бы священник создавал семью, то она бы получала наследство от него. А если у священника нет законных наследников, то после смерти его имущество переходит к церкви. Так что это тупо схема получения бабла, не более. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какой исторический факт, о котором вы узнали. Окей. Так я буду делать видео. Спасибо. Всем пока, никуда. Спать смотреть видео, всем пока, всем спасибо. Скидал бы наш. Узнаешь. Пока.